Помнится, в комментариях под предыдущим роликом некоторые зрители недоумевали. Дескать, не может быть в электрофоне первого класса, к коему и относилась Vega 101, электропроигрывающее устройство второго класса. Что ж, встречайте. Радиола Vega 001 Stereo. В номере, указывавшемся после названия модели советской телерадиотехники, с 70-х годов указывался класс качества. Это первая цифра номера. Например, Vega 101 – модель первого класса, кассетный магнитофон Legenda 404 четвертого класса, а катушечный магнитофон Яуза 212 – модель второго класса. При этом сразу оговорюсь, что была масса исключений. Например, цветные ламповые телевизоры имели номер, начинающийся на 7, хотя были аппаратами второго класса. А магнитофон Юпитер 1201 был второго класса, хотя номер начинается на 1. О том, как это произошло, я подробно рассказывал ранее. Ссылку вы видите на экране и оставлю ее в описании под роликом. Но вернемся к нашим баранам. Итак, довольно редкая, особенно в наше время, радиола высшего класса, Vega 001 Stereo. По моде тех лет радиола выполнена в виде отдельных функционально законченных блоков, акустики, всеволнового радиоприемника и проигрывателя грамм-пластинок, которые можно было расставлять как вашей душе угодно, хоть в разных нишах мебельного гарнитура. А посмотрите, какая тут красивая отделка футляра. Несмотря на немалый возраст, он не потерял былой красоты натурального шпона и отличной полировки. На Веге умели делать корпуса, чтобы было дорого-богато. Тут он довольно редкого темно-коричневого оттенка. Чаще всего встречались более рыжие корпуса. Этот проигрыватель из комплекта, а вернее электрофон, готовился на замену 101-й Веге и должен был называться Vega 103. А в это время как раз заводу спустили распоряжение, что, дескать, в стране почему-то ощущается нехватка аппаратуры высшего класса, и негоже оставлять без внимания растущие запросы потребителей. И было решено, что этой 103-й моделью будут комплектовать данную радиолу, тем самым продлив жизнь на конвейере 101-й Веги. И именно потому, что он разрабатывался как отдельное устройство электрофон, то и усилитель звука находится в нем, тогда как в большинстве других подобных радиол он располагался в блоке радиоприемника. На корпусе не стали писать номер 103, лишь ограничились довольно скромным написанием торговой марки Vega, а на задней стенке указано «блок УНЧ ЭПУ», что собственно и расшифровывается как блок усилителя низкой частоты и электропроигрывающее устройство. Его схема выполнена полностью на транзисторах, выходные типа КТ-805Б в металлическом корпусе. Выхлоп звука получился с максимальной мощностью в 25 Вт. В нем есть как раздельные регуляторы по высоким и низким частотам, так и ступенчатый переключатель тембра речь-музыка. Речь – это если вы слушаете диктора по радио, или, например, Аркадия Исааковича с пластинки. Она в греческом зале. Ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. В этом случае регулятор тембра низких частот перестает работать, а сам переключатель даже с подсветкой выбранного режима работы. Комплектовалось это все акустикой 10 МАЗ 1М с диапазоном воспроизводимых частот в режиме УКВ от 40 до 16 тысяч Гц. При воспроизведении грамзаписи диапазон был значительно ниже, максимум до 12,5 тысяч. Одной из самых сложных частей радиола является как раз радиоприемная часть. Чтобы сократить время на ее разработку, взяли за основу радиолу таллинского завода Estonia 006, у которой, в свою очередь, корни уходили еще к радиоле Симфония. Но надо отдать должное. На Веге радиоприемник не просто скопировали, а даже немного модернизировали. Внешне Вега мне нравится больше Эстонии, у которой для меня больно пестрая шкала. А знаете, что самое интересное? В отличие от блока электрофона, радиоприемник выполнен еще на радиолампах. Он принимает радиостанции в длинных, средних, 4 коротковолновых и УКВ диапазонах, а в последнем еще и в стереовещании. Также есть электронная подстройка частоты, позволяющая точно настроиться на принимаемую радиостанцию,
поворотная магнитная антенна плюс встроенная УКВ-антенна внутри корпуса. Внутри блок выглядит довольно стандартно для радиоприемников, с хитрым переплетением различных веревочек и тросиков, которые приводят в движение, как, например, указатель шкалы, магнитную антенну, переменный конденсатор, ну и так далее. Что интересно, судя по инструкции, вес комплекта в упаковке составлял аж 70 кг. Ведь в комплекте была еще специальная тумбочка, судя по всему, именно она изображена на обложке инструкции. Это, конечно, парадоксально, что в аппарате высшего класса установили электропроигрывающее устройство второго класса с пьезоэлектрической головкой. Но, как говорится, а что было делать, если другого еще не было в наличии? Дополнительно можно было приобрести еще магнитофон и использовать радиолу в качестве усилителя звука. Примерно в то же время на прилавках магазинов была ламповая приставка Nota 303. Выпуск радиолы был недолгим. С осени 1974 года всего каких-то 5 месяцев, за которые успели изготовить 7309 штук. А там появилось долгожданное польское электропроигрывающее устройство, из которого сделали электрофон Vega 002, и им стали комплектовать этот же радиоприемник. Правда, сменили название на Vega 003 Stereo, но это уже другая история. В настоящее время ей тоже можно пользоваться. Правда, желательно слушать пластинки, не представляющие коллекционного интереса, ибо оригинальная игла их заметно портит. А вот если вечерком, да под чашечку кофе или чего другого, послушать старинные пластинки, то может создаться иллюзия того, что вы перенеслись прямиком в прошлое, прямо на концерт любимого артиста. По паловым пивунам ты мегафон, запятками и кольцами звенят. Магнолия тропической лазури пылью звенят. Там, там, дай-да-да, ах, та-та-та-та-та, там, дай-да.